Здравствуйте, мои многоуважаемые! Рад вас приветствовать на своем любимом YouTube-канале Таро Психология. Сегодня будет старинный расклад на трех колодах, и название этого расклада такое. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Что будет в будущем? Итак, м, классика у меня подготовлена. В студии подготовлена Таро 78 дверей и подготовлена колода Таро Егоров. Советую смотреть расклад от начала и до конца. Почему? Потому что в конце видео я возьму из подготовленной тоже колоды ангелы, боги и богини, да, возьму совет от высших сил, да, то есть какой-то обязательно совет придет. Один, либо даже вот пойдем по интуиции, либо несколько, да, советов. Итак, стучит, гремит, на порог вступает, дверь открывает. Классическая колода. Придите в спокойное расположение духа и будем смотреть, что же стучит, то есть что уже там просто в нашу дверь, так сказать, да, стучит. Итак, то есть ближайшее будущее. Классическая колода. Мгм. И мне показывает, что здесь какие-то изменения. Изменения будут на вашем личном фронте, да? То есть изменения будут в отношениях. Итак, попросим колоду, чтобы она нам поярче открыла эти изменения. И я начну сейчас говорить, какие изменения у нас здесь предстоят нам. Мгм. Очень интересно. Смотрите, что у нас прямо здесь на пороге. Скажу для тех, кто в отношениях, девочки, да. Смотрите, ваши отношения. Здесь, может быть, была какая-то холодность в отношениях, либо, вы знаете, по тем картам, которые здесь у меня на столе в студии, да, я бы так сказала. Либо разногласия с мужчиной были по какому-то вопросу, да. Мужчина, может быть, здесь, кстати, была даже какая-то ссора, выяснение отношений накануне, девочки, не сейчас, а накануне. Дальше. Здесь было не очень нежное общение друг с другом, да, а холодное общение друг с другом. Как? Ну, вы знаете, вот как два клинка ам, друг об друга ударяются, да, и идет такой от металла, да, холодный прямо звук. Вот точно такое же общение, девочки, у вас было здесь. Так вот, Таро говорит, что это общение и этот период закрытости, обидчивости друг к другу, да, то есть здесь, может быть, люди даже ранили глубоко в сердце друг друга, да, либо словами, либо действиями. Так вот этот вот момент, да, он заканчивается, и по старшим арканам, которые здесь, я бы так сказала, да, конечно, не берите на себя роль судьи, да, дайте все на волю Божью. Высшие силы, самый справедливый суд как раз и будет. То есть здесь по отношениям и ему, и вам, я бы так сказала, девчонки, да, по справедливости здесь все рассудят так, как надо. Дальше. Здесь идут изменения. Итак, стучит. Что же стучит? Изменения в отношении. То есть здесь либо вы чуть-чуть поступили не как зрелый и взрослая женщина, да, человек. Также и мужчина здесь может поступить в той ситуации, которая здесь была, да, тоже не как зрелый мужчина, а больше как такой спонтанный мальчик-подросток, да, по-другому не могу сказать. Итак, все же, что же стучит, почему? Потому что нам показывает ситуацию такую. И вот вышла та карта ключевая, по которой я скажу. Смотрите, то есть у вас уже в жизни, мои хорошие, что-то очень много хорошего уже есть. Понимаете? То есть те, кто не в отношениях, девочки, а только смотрят направо, налево, там, да, подсматривают, так сказать, себе мужчину нового, да, этот мужчина уже есть в вашем окружении.
Почему? Потому что карта такая у меня на столе. Смотрите внимательно. Дальше. Что еще есть? То есть у вас уже хорошего, так сказать, завоевания, чего-то хорошего в жизни уже может быть много. Скажу, это может быть, во-первых, здоровье хорошее уже есть, да, есть. Но кому-то обратить внимание на то, что близко к сердцу все принимаете, через свое сердце что надо, что не надо, все пропускаете. Мало того, что свою жизнь, так еще и жизнь близких людей, да. Это может быть жизнь брата вас, жизнь мамы, кого угодно, жизнь детей, вы близко к сердцу все это принимаете, через свое сердце пропускаете. И поэтому в сердечной чакре могут быть, такие вот, знаете, как дискомфорт, да, то есть такое ощущение, что сердечко побаливает, стонет, да. Вот. Дальше что еще? Я к чему веду-то? К тому, что обратите внимание, Таро вам говорит, у тебя в жизни уже много что есть хорошего. Видимо, акцент надо сделать на этом хорошем. Дальше. Если есть хорошее здоровье — это перво-наперво, да, то есть это самое большое счастье. Первое. Крыша над головой — замечательно. Дальше, еда. Еда, может быть, кого-то любимая прям еда, да, тоже замечательно. Тепло, хорошо, одежда красивая. То есть показано полные шкафы одежды, да. Может быть, даже есть такая одежда, которая висит, и вы еще не одевали. Поэтому устройте праздник для себя, да? Устройте праздник для себя, нарядитесь красиво, да, может быть, какой-то праздничный ужин приготовить и красивую любимую музыку включить, и это будет тоже очень хорошо. И здесь как раз об этом энергетика. Итак, что же все-таки стучит, выясняем. Для тех, девочек, которые хотели бы нового знакомства и новых отношений, да, здесь очень большая вероятность, что на вашем пороге стоит человек. Вот знаете, показывает энергетику молодого, старательного, хочет произвести на вас впечатление. Но здесь не может, я не могу сказать, что вот по возрасту он прям там молодой. Нет, он может быть и вашего возраста, чуть-чуть постарше вас. Но такой, вы знаете, на таких молодых энергиях, знаете, как говорят, молодиться, да, то есть человек здесь молодится, человек хочет произвести на вас впечатление, поэтому такой человек на пороге для тех людей, для тех девочек, которые хотят новых отношений каких-то, да, либо хотят изменения в своей личной жизни. Причем обратите на него внимание, на этого человека, потому что это может быть перейти в какую-то стабильность, эти отношения, да, если грамотно выстроите как раз вот свои отношения с мужчиной. Дальше. Что еще стучит? Мы не разбирали, гремит, да, мы только что стучит в вашу дверь. Стучит в вашу дверь какие-то дела, связанные, может быть, с законом, это могут быть бумаги, это может быть ваш кошелек, это может быть ваши электронные деньги, поэтому с этим совсем осторожненько, да, внимательно. То есть деньги живут тихо, не разглашайте, сколько вы там что зарабатываете, да. То есть вот это вот хвастовство на момент, вот ближайший момент, мы ближайшее будущее с вами рассматриваем, не будет на пользу вам, понимаете? Поэтому все свои доходы, все свои расходы, все, что связано с деньгами и с ценными бумагами, держите в секрете, и об этом нам Таро. Итак, что еще у нас стучит? Да, очень большие страхи. Мгм. И я озвучу, какие это страхи. Это могут быть страхи как раз вот бедности, да. Ой, как у меня там. То есть накручивание, момент накручивания у вас идет с работой, момент накручивания не хватит, нехватка денег, еще чего-то не хватит, энергии. То есть ситуация вполне решаемая, но вы накручиваете себе так, что, ой, ну прям, ну безвыходно. Безвыходных ситуаций не бывает. И об этом карты Таро. Что еще стучит? И потом плавно буду переходить уже к тому, что гремит в вашей жизни. И буду смотреть, гремит на другой колоде. Итак, что еще стучит? Здесь какой-то впереди праздник у вас, да, великолепный праздник по четверке жезлов. Я хочу описать ваше состояние и ваше настроение, которое вы будете испытывать на этом празднике. Ну, во-первых, вы будете либо главная героиня этого праздника, либо, допустим, у вашей
вашего ребенка, либо у вашего близкого-близкого человека действительно праздник. А может быть, это праздник и семейный, всей семьи. Да? Как вы будете? Вы на этом празднике будете просто счастливы, да, вы будете любоваться плодами своей деятельности, там будет много сказано хороших слов, хороших энергий, великолепная музыка. И вот это настроение, да, может быть, давно-давно не было праздника в вашей жизни, именно такого, о котором вы мечтали, да. И это, у вас состояние, я бы так сказала, вот 4 дня, да, будет длиться. Вы будете пребывать в каком-то, прекрасном настроении, да, настроении "я довольна собой", "я довольна, что в моей жизни происходит", "я довольна партнером", "я довольна семьей", "я довольна друзьями", понимаете? То есть здесь такие энергии в вашу жизнь приходят, и они стучат, они на пороге. Вы довольны собой, вы довольны жизнью, и вы приходите к осознанию по четверке жезлов, и у меня только сейчас это пришло, да, только сейчас я это чувствую. Я всегда работаю так, как я чувствую. Смотрите, вы на какое-то достаточно долгое время, да, поймете, что все-таки, а какая у меня счастливая судьба. Все-таки как меня Господь Бог любит. А вот это состояние внутреннее, это главное состояние, с которым всегда надо жить. И это состояние, да, не искать виноватого. Почему? А потому что это напрасная трата своей энергии. Тот виноват, да тот виноват. Ну, это, знаете, это понапрасну вы отдаете просто свою энергию жизненную. А вот здесь приходит четкое осознание того, что я любимое, божественное создание, достойное любви и процветания, да, и вот оно здесь у вас укоренилось. Понимаете? То есть в ближайшее время что стучит? Вот это состояние внутреннее. И прекрасное, оно будет что? Оно будет вам напоминать состояние праздника. И это у каждого проиграется, кто случайно, не случайно зашел на этот расклад. Такие энергии у вас на пороге. Энергии счастья. Итак, я благодарю классику. И сейчас очень плавно а, старинный расклад. Сегодня мне прямо захотелось это сделать для вас, мои хорошие. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Итак, про стучит мы разобрались. Сейчас будет, что же у нас гремит. То есть это чуть-чуть отдаленное будущее, да. Совсем близкие события мы с вами разобрали. А что же за близкими событиями будет? Таро 78 дверей. Что же у нас гремит на пороге? На вашем пороге. Итак, на вашем пороге. Что у нас гремит? И это опять отношения. Это опять отношения. Это кто отдалялся. То есть кто-то за вами, девочки, здесь наблюдал. За такой умницей и красавицей, да. Это могут быть соцсети. То есть вы кому-то очень-очень нравитесь, и этот человек давно любит вас, давно наблюдает за вами, за вашим ростом, за вашей жизнью, за тем, как вы себе, какие вы, как вы выглядите, какое у вас настроение, какие у вас глаза, какая у вас улыбка, да. То есть вот этот человек прямо давно наблюдает за вами. Итак, что здесь? Здесь у кого-то поездка впереди, либо, я так скажу, поход в храм, да, то есть захочется вам сходить в храм, либо съездить на святое место, либо пообщаться с каким-то духовником, да. Это у каждой религии есть свои духовники. Вот. Так что эта встреча, она вам полезна, этот разговор тоже полезен, да. То есть очень много почерпнете, а кому-то прямо включить молитву. Очень полезно, потому что пятый аркан, да, обратитесь к Господу Богу. То есть вот это обращение, святые тексты, я так скажу, да, святые тексты, они помогают обрести определенную силу.
Вот. И эта сила, она помогает жить, она помогает двигаться дальше, она помогает верить в светлое будущее. Понимаете, она необыкновенную силу дает человеку двигаться дальше. Поэтому здесь такие события впереди, да, и они гремят. Что значит по отношениям что значит по отношениям? Девочки, здесь кто-то по отношениям даже будет и выбирать. Почему? Потому что здесь вышел и король чаш, и король жезлов, да. Здесь, я бы так сказала, два человека, два мужчины, которые бы не прочь с вами пообщаться. А кто-то это общение хочет из мужчин перевести на более серьезный уровень. Вот. Мужчины, знаете, вот один где-то близко с вами, а второй на каком-то расстоянии находится этот мужчина. Да, но здесь вот смотрите, один настроен очень серьезно. Почему? Потому что вышел император, да, и император это всегда мужчина такой вот, который состроил план и четко двигается, да, по своему плану. Он двигается к вам, королеве жезлов, то есть в вашем направлении. Итак, стучит, мы разобрали, гремит, да, это общение с мужчинами. Вот. Здесь как какой-то мужчина давно наблюдает, а не один, а даже два мужчины наблюдают за вами, да, и здесь будете, я так скажу вам, выбирать из двух мужчин, да, но вот один будет более проявляться как мужчина, да. Я думаю, что здесь выбор, так сказать, будет очевиден. Выбор будет очевиден. Да, каких-то ждите подарков, каких-то ждите неожиданных сюрпризов, вот. И я бы так сказала, и Таро 78 дверей говорит о том, что обрати внимание на свое здоровье, здоровье души, но здоровье и физического тела, да. И здесь главное, знаете как? Быть интересной самой себе. Вот этот момент, да. То есть я живу своей насыщенной жизнью. Не сидеть и не быть в позиции ждунья, да. В позиции ждуни, либо в позиции повешенного, то есть себя в чем-то ограничивать, да. Делать из себя какую-то вот такую жертву. Я бедная и несчастная. Абсолютно не те энергии, девочки, надо включить. Абсолютно не те. Я счастливая, я красивая, я умная и я интересная. На таких энергиях. Итак, старинный расклад. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Гремит. Что еще гремит? Рассматриваем. Вот. И здесь, конечно, хочется по старшему аркану сказать, что какое-то переосмысление идет к вам в жизни. Понимаете? То есть что-то вы переосмыслите, что касательно своей личности, что касательно вообще жизни. Может быть, какими-то новыми глазами взглянете на человека, с которым вы уже живете, да. Может быть, определите, наконец, что для вас главное, что для вас второстепенное. Вот, и пойдете в какое-то новое. Вот. То есть откинув тоску, откинув, какую-то, депрессию, я бы так сказала, да, пойдете во что-то новое, интересное. Ваше вот то внутреннее состояние, да, вы себе скажете: "Так, все, хватит. С этого момента, да, жизнь разворачивается для меня самым благоприятным, божественным образом". Все, и начнете идти в нужном направлении, и включите нужные энергии. На этой нотке хочу собрать колоду Таро 78 дверей. Вот такая пришла информация. Итак, на порог вступает, дверь открывает. И я сейчас возьму колоду Таро Егоров. Очень интересная колода. Сегодня смотрим старинный расклад. Стучит, гремит, на порог вступает. И все-таки дверь открывает. Да? Что открывает? Что на порог вступает? Смотрим. Что же здесь на порог вступает и дверь открывает? Будете собирать какой-то урожай.
Очень хорошие карты, связанные с вашим финансовым потоком. Здесь может быть получение неожиданной большой суммы денег. Может быть, вы какой-то проект, да, до этого вкладывались, постоянно вкладывались и думали, когда же пойдет прибыль. Вот эта прибыль, она у вас на пороге. Долгожданная, то есть ваш труд, который вы энергию свою в это вкладывали, да, и вот оно, понимаете? То есть здесь, э, я так скажу, кто-то прямо найдет какое-то богатство, да, то есть придет идея, на которой можно будет заработать. Ну вот, причем очень, понимаете, здесь вот на карте изображен целый сундук богатства. Понимаете? И здесь женщина стоит, да, и светит. То есть они нашли это богатство. Великолепная, кстати, колода, да, говорит о том, что здесь либо идея придет, либо вас просто вот осенит, да, что настолько жизнеспособная идея, которая может принести еще и достаточно прибыль большую, да. Здесь у кого-то наследство идет, здесь у кого-то идет новая работа. Новая работа с очень большой зарплатой. То есть вы работали, да, держались за свою работу, но здесь пришел такой прямо, знаете, шанс, нашли клад, да, нашли, куда перейти, а там более лучшие условия и в несколько раз больше зарплата, да, то есть вот этот момент. Дальше, что еще? Я сказала, на порог ступает. На порог ступает, понимаете, вот кто работает, допустим, с клиентами, да, кто работает с клиентами. Здесь появление клиентов каких? Те клиенты, которые готовы помогать, те клиенты, которые готовы больше платить. Почему? Потому что они в вас увидели очень большой ресурс как человека. И эти клиенты готовы вкладывать в вас, да, в ваши идеи. Почему? Потому что настолько они интересные, креативные. То есть найдется такой человек, да, который захочет приумножить, да, конечно, и свои богатства, но и ваши богатства захочет приумножить. Понимаете? Поэтому, так сказать, смотрите внимательно, да, и очень хорошие карты, что касается вашего денежного канала. Итак, на порог ступает, дверь открывает. Дверь открывает, и колода у меня перепуталась. Такое бывает. Такое бывает. И я вам, знаете, хочу что сказать, что вам надо сейчас четко, полетели карты, четко прописать все свои планы. Все по пунктам. Вот, чтобы не было, знаете, одни планы, чтобы потом другие планы, вот этой вот разрозненности, чтобы не было, да, в действиях. Четко пропишите ваши, чем вы будете заниматься, да. Ну вот, допустим, на 3 месяца, да, четкий план вашей работы. Это очень поможет. Ну, а кому-то, может быть, и на полгода стоит прописать. Итак, а, здорово, что Таро Егорова, да, сегодня нам говорит о том, вот прямо о прибыли. Прямо о прибыли. Итак, порог открывает. Это у кого была задумка приобрести как недвижимость, да, то есть вы были, допустим, жили на съемной квартире, да, и теперь предоставилась такая возможность свое жилье купить, да. И здесь идет, знаете, о чем? Пусть, как говорится, самолетик маленький, да, но он мой. Есть такая, кстати, песня. И здесь то же самое идет, да. Пусть там небольшая квартира, пусть там небольшой дом, но он мой дом, да. Свое место на земле. Кто хочет обрести свое место в пространстве, вселенной, на земле, да, вот просто комфортно там. Понимаете, в этом месте. Вот идет обретение этого места на земле. То есть мечта по покупке чего-то большого у вас сбывается. Она на пороге. Будет очень большая возможность. То есть так сложатся обстоятельства,
так, будут, вас близкие поддерживать в этой идее, да. Заметьте, не запугивать, а поддерживать в этой идее. Да, ты сможешь. Да, чем сможем, мы тебе поможем, да. Но первая помощь уже пришла. Почему? Потому что близкие люди вас поддерживают, ваши идеи поддерживают, ваши начинания поддерживают, а это дорогого стоит. Это просто дорогого стоит. Поэтому здесь опять сундучок, опять видите, какой светлый дом, в котором печка, да, и в котором уют, то есть великолепная колода Егорова, да, которая так четко говорит о том, что очень приятные события у вас на пороге. То есть могут сбыться давно-давно задуманные вами планы. На этой нотке завершу. Расклад ведет. И как обещала, сейчас в конце расклада я возьму из колоды «Ангелы, боги и богини» совет для тех, кто... Для всех, кто случайно, не случайно зашел на мой канал. И я благодарю особенно тех людей, которые от начала и до конца досмотрели мое видео. Итак, богиня Земли. Идея, связанная с воображением, творчеством и природой. Вот великолепная такая карта. Поэтому включайте все свои замечательные мозги. Записывайте, особенно это касается творческих людей, это всех вообще касается, потому что при рождении каждому человеку дано очень-очень много талантов, но кто-то развивает в себе эти таланты, а кто-то их просто в землю зарыл. Вот. Поэтому раскапывайте свои таланты, отмывайте их, чтобы они блестели, эти таланты, да, и направляйте свой талант во благо всем людям на земле. И да пребудет, как говорится, вам счастье. На этой нотке завершу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Записывайтесь на личные консультации, личные чистки. Кому очень-очень понравилось и есть такая возможность, шлите донаты. Ваша Ольга, канал Таро Психология. Под этим видео находится ссылочка на мой новый канал Таро Байкал. Добро пожаловать! Всем счастья!